Дамы и господа, внимание, внимание! Пожалуйста, займите свои места, потому что наш исторический поезд отправляется через несколько минут, и следует настоятельно попросить всех провожающих покинуть вагоны. У вас будет замечательная возможность помахать своим любимым людям с платформы, напоследок пожелать им удачи, а мы надеемся, что вам действительно понравится ваша поездка в этом уникальном загадочном поезде. Мы уверены, что скоро вам предложат разнообразные напитки и закуски, так что приготовьтесь к незабываемому и увлекательному путешествию, полному приключений сквозь веки и время. Следующая остановка – это удивительный средневековый монастырь в Мадане, обитель тишины и уединения, где вы сможете насладиться спокойствием и атмосферой давних времен. Только представьте себе, каково это – отправляться в путь на поезде, который на самом деле является настоящей машиной времени, имеющей возможность переносить вас в иные эпохи и горизонты, и которая никогда не повернет назад, не оставляя никаких следов в нашей реальности. Это обещает стать не просто поездкой, а настоящим приключением, полным чудес и сюрпризов, которые будут ожидать вас на каждом шагу. 106 пассажиров и экипаж поезда Занетти, возможно, задумались бы дважды перед тем, как пуститься в этот загадочный путь, если бы знали о тех ужасных событиях, которые их ожидают. Как и пассажиры знаменитого «Титаника», отправившегося в свой первый и последний круиз почти год спустя, они так и не достигли своего конечного пункта назначения. Разница, однако, заключается в том, что до сих пор никто не знает, что на самом деле случилось с этим таинственным поездом, который наделил своих пассажиров нереальным опытом. 14 июля 1911 года железнодорожная компания Занетти предоставила состоятельным итальянцам совершенно уникальную возможность – бесплатную пробную поездку на новом, не имеющем аналогов, поезде, который, казалось, был способен на невероятные вещи, обещая увлекательный маршрут с потрясающими пейзажами и неизведанными территориями. Эта поездка должна была стать настоящим праздником для всех, кто ее ждал, но судьба имела совсем другие планы. И в конце концов этой праздной езды больше не стало, как будто сама судьба решила пошутить над участниками этой поездки, оставив только далекие воспоминания. Пассажиры наслаждались живописными видами, которые открывались за их окнами, беседуя с друг другом и смакуя свои напитки, заказывая из меню нечто экзотическое и невероятное. Всем не терпелось увидеть новый тоннель, проходящий через гору, который был известен как один из самых длинных тоннелей того времени, и он манил своей таинственностью и неизвестностью, как ловкий охотник, заманивающий дичь в свои сети. И тут начинаются странности, которые изменят все. Поезд въехал в километровый тоннель в горе Ломбардии и так и не выехал. Просто пропал без следа, как будто его и не было. Как сон, который никогда не сбудется. Никому не было известно, что этот поезд стал жертвой временных аномалий и неведомых сил, которые действовали в этом туннеле. После произошедшего железнодорожные рабочие и полиция, объединив силы, обыскали каждый квадратный метр в попытках разобраться в случившемся, но не нашли ни следа поезда, ни каких-либо улик. Сам тоннель представлял собой длинную трубу, в которой не было ни одной возможности свернуть. Но ни поезда, ни каких-либо признаков его крушения там не оказалось. Однако нашлись двое пассажиров, выпрыгнувших из вагонов прямо перед входом в туннель, которые стали единственными свидетелями этой загадочной истории, и их рассказ стал последней надеждой на выяснение правды. Эти мужчины оказались в ловушке на краю реальности, где граница между миром обычного и миром необъяснимого могла быть стерта в один миг, и это добавляло еще больше таинственности к их рассказам.
Позже они смогли рассказать ужасную историю своей жуткой поездки, которая осталась бы в их памяти навсегда. Когда поезд подходил к туннелю, из ниоткуда появился черный дым и густой белый туман. Поезд замедлился, приближаясь ко входу, а туман окутал его, словно невидимые руки, стремящиеся поглотить все вокруг. Испугавшись, они запаниковали и выпрыгнули, прежде чем поезд полностью исчез в туннеле, оставив за собой лишь загадку и холод. Один из выживших рассказал итальянской газете об этом инциденте, и его слова показали, как сложно поверить в происходящее, как финал насыщенной истории показывает, что жизнь иногда бывает более странной, чем мы можем себе представить. Я услышал неясный гул, и за черным дымом я разглядел молочно-белый туман, который полз из наконец-то темного туннеля. Этот туман буквально поглощал поезд, накатываясь на него, как огромная волна, словно сама природа одержима желанием забрать его обратно. Затем первый вагон нашего злополучного поезда будто бы разрезал туман пополам. Это было ужасно. Поезд едва двигался, и я в панике осознал, что это был момент, когда мы могли стать частью чего-то великого. Я выпрыгнул из вагона и заметил другого пассажира, который выбрался из поезда одновременно со мной. Мы оба сильно ударились о землю, и это было последнее, что я помню о той зловещей и ужасной ночи, в течение которой сбывались пугающие предзнаменования. Он, как и я, остался в недоумении и страха, но наши истории никогда не пересекутся снова. Раненые мужчины некоторое время страдали от серьезных проблем со сном и других расстройств, связанных со стрессом, эмоциями и тем, что комплекс этих переживаний оставил в их душах. Они не могли вспомнить о случившемся, словно память о том ужасе была стертой или скрытой от них. Что касается поезда, то его больше никогда не видели. Ускользнувшие моменты стали просто легендой, которую пересказывали из уст в уста как страшную историю у камина в дождливую ночь. О туннеле пошла молва, и чиновники, осознав всю серьезность ситуации, решили, что лучше его закрыть навсегда, чтобы больше никто не пострадал. Затем этот пресловутый тоннель был взорван во время Второй мировой войны, окончательно перекрыв его навсегда, оставив пустоту и загадку в истории. Никто не может дать разумного объяснения этому странному исчезновению поезда и людей, связанных с ним, и слишком много вопросов остается без ответов. Многие очевидцы утверждали, что видели, как поезд покидает станцию в Риме и с радостью въезжает в туннель, но никто не может с уверенностью сказать, как и когда он снова выезжает. Однако это не единственный раз, когда загадочный поезд стал темой обсуждения. Существуют записи средневековых монахов из Модены, которые утверждали, что видели странный трехвагонный поезд с людьми внутри, и это само по себе вызывает множество вопросов о реальности. Возникает вопрос, как они могли описать такую огромную железную машину, выпускающую клубы черного дыма? Ведь в то время самым быстрым транспортом была обычная лошадь, железные дороги еще только начинали развиваться, и они, конечно же, не могли даже представить, что такое возможно. Это могло быть самым необычным и пугающим видением в их жизни. Однако они думали, что и пассажиры, которых описывали как чисто выбритых и одетых в черное, и все остальное – это происки дьявола. Это было их объяснением, которое давало им ощущение контроля над неизведанным. Вы можете говорить, что средневековые монахи все выдумали, но в этом и суть. Их отчеты находились в записях Каста Салеа, тщательно хранившихся в семье Саджина, причем у одного из выживших поезда была фамилия Саджина, что добавляет невероятный элемент совпадения, который мог бы снова подключить эти две истории. Затем в 1840-х годах
появилась запись о пассажирах Занетти в Мексике. И это событие вызвало дополнительный интерес к этой странной истории. Психиатр, работающий в местной больнице, оставил заметку, что группу из 104 итальянцев приняли в остром истерическом состоянии, в состоянии глубокого смятения и беспокойства о том, что они пережили. Все они были одеты в странную, явно несовременную одежду, как будто попали во времени, и утверждали, что ехали из Рима поездом Занетти. Эти люди могли оказаться жертвой ужасного и загадочного пересечения времени. У одного из пассажиров с собой была пачка сигарет, датированная будущим, 1907 годом. Говорят, она до сих пор хранится в Мексиканском музее и представляет собой настоящую историческую аномалию, исследование которой завлекает ученых и любителей. Психиатр, рассматривая эту странную ситуацию, пришел к выводу, что это был случай массового безумия, но так и не смог объяснить причины такого невероятного явления. Больше нет никаких записей о пациентах этой больницы, пропавших без вести, и это лишь увеличивало загадку. Много лет спустя, когда поезд снова появился в Европе, он вновь привлек к себе внимание, и его мистическая слава только увеличивалась. 29 октября 1955 года недалеко от небольшого украинского села Заваличи снова появился трехвагонный старомодный поезд, который казался странным и загадочным, как будто он сошел со страниц старых книг Кория, которые потом были переплетены временем. Связист Петр Устименко, дежуривший в ту ночь, увидел, как этот загадочный поезд беззвучно двигался по воздуху, нарушая все привычные законы природы, как будто это было простое волшебство. Он сообщил, что в тот момент был на дежурстве, и вдруг его взорвал поезд, которого не было в расписании, и его сердце забилось с удвоенной силой. Поезд легко двигался без рельсов и направлялся к горе Гасфорте, и его взгляд не мог оторваться от этого явления. Устименко подумал, что ему показалось, и стал протирать глаза, но нет. Вот он, загадочный поезд с задернутыми занавесками, открытыми дверьми и пустым вагоном машиниста, который словно скользил по воздуху, вызывая у него неподдельный ужас и страх. Это был момент, когда он почувствовал, что прерывает времена и пространство, и отношения между миром людей и миром магии больше никогда не станут прежними. Устименко никогда прежде не видел такого поезда, но знал, что он был старого, определенно довоенного образца, уносящего в себе множество тайн. Его описание полностью совпадало с описанием поезда Занетти. Маловероятно, что связист из такого отдаленного уголка СССР знал что-то об итальянском поезде, который исчез в начале 20 века, так как это было всего лишь предание, передающееся от одного поколения к другому. А еще интересно, что в конце 19 века на горе Гасфорте, недалеко от Севастополя, действительно было построено итальянское кладбище, что добавляет таинственности всей этой истории. Около 2000 итальянских солдат, погибших во время Крымской войны, были похоронены там, и это создает дополнительные ассоциации и параллели, которые могут быть связаны с судьбой путешествующих. Позже на месте бывшего кладбища построили железную дорогу из Балаклавы, но после революции 1917 года ее разрушили, и она стала заброшенной в память о трагедии, которая здесь произошла. Теперь возникает вопрос. Возможно, поезд-призрак ехал по рельсам-призракам, чтобы встретиться со своими итальянскими братьями, или это всего лишь плод нашего воображения, смешанного с мифами и реальностью, преломленными временем? Может быть, это адаптация историй, которые передаются из уст в уста на протяжении многих лет, придавая им все новые оттенки загадки и недоумения. Думаю, мы никогда не узнаем правды, ведь эта история по-прежнему остается хронической загадкой, с которой люди сталкиваются и будут сталкиваться.
И вновь, это не последние следы поезда, остающегося в забытии, как параллельная реальность, которую никто не может объяснить. Как бы безумно это ни звучало, может ли существовать какое-либо научное объяснение всех приключений поезда-призрака? Некоторые исследователи, посвящающие свою жизнь изучению подобных явлений, считают, что все железные дороги в мире представляют собой сложную связанную сеть, обладающую собственным магнитным полем, позволяя им становиться чем-то гораздо более значимым, чем простые транспортные маршруты. Поезда служат электрическими проводниками, связывающими естественные и искусственные магнитные поля Земли, создавая нетривиальную связующую нить между временем и пространством. Конфликт между этими двумя силами создает трещины во времени, формируя бесконечные дыры, которые могут делать реальность более сложной и многоаспектной, чем привычно. Это объяснение основано на теории относительности Эйнштейна и расстояния Минковского, которое мы изучали на уроках физики, а также на более современных теоретических предложениях, погружающих нас в мир научных размышлений. Эти необычные переломы называются хрональными дырами. И это действительно впечатляющее понятие смогло открыть новые горизонты для нашего понимания окружающего мира и необъятной Вселенной, в которой мы находимся. Считается, что до того, как поезд Занетти покинул станцию, именно там, где проходили рельсы, произошло сильное землетрясение, которое привело к непредсказуемым последствиям для всех поездов и транспортных средств. Разрушение коры, появившейся под горой Ломбардии, могло создать временную аномалию у входа в туннель, делая поезд связующим звеном, необходимым для его путешествий во времени и пространстве. И он как бы сошел со своего временного вектора, двинулся по-другому и попал в странствие, которое невозможно передать словами. Это действительно сложная теорема, и каждый исследователь имеет право интерпретировать ее по-своему. Или, проще говоря, он существовал в режиме путешествия во времени, и все это происходило за пределами нашей обычной реальности, словно прокладывая дорогу в неизведанное. Если у вас уже побежали мурашки по коже, и вы зареклись когда-либо ездить на поезде, успокойтесь, вам не о чем беспокоиться, ведь это всего лишь городская легенда, не имеющая под собой никаких реальных оснований и фактов. Эта легенда стала настолько популярной, что некоторые энтузиасты паранормальных явлений, призванные изучать непознанное, посвятили долгие годы поискам доказательств существования поезда Занетти и всех его сопутствующих явлений, пытаясь выявить каждый неразгаданный элемент этой истории. Со временем эта легенда обросла множеством имен и деталями, которые привлекали внимание исследователей и искателей приключений. Однако, если вы попытаетесь найти железнодорожную компанию Занетти, касту Салеа, семью Саджину или связиста по имени Петрустименко, вы не обнаружите ничего, кроме ссылок на разные версии этой легенды. И каждая из них имеет свои особенности и оттенки. Поезда-призраки участвуют в захватывающих историях, но до сих пор не было никаких доказательств того, что они действительно существуют, и, возможно, это остается лишь в сне. Впрочем, не думаю, что это остановит людей, желающих их найти или порассказывать страшные сказки, которые передаются из поколения в поколение, становясь частью культурного наследия. Если у вас есть время, вы обязательно отыщете кучу интересных и увлекательных историй о поездах-призраках, которые существуют в мировой культуре и фольклоре. Одна из самых известных и популярных –
Это пьеса, написанная Арнольдом Ридли в 1923 году под названием «Призрачный поезд», вдохновленная жуткой ночью, которую он провел на отдаленной станции, где мистические звуки заставляли его сердце биться быстрее. И каждая из этих историй наполнена особым смыслом, уникальными встречами и таинственностью, которая рисует перед тобой картины, полные эмоций и переживаний. Это действительно будет интересно почитать и обдумать в кругу друзей. Кто знает, быть может, там вы найдете объяснение неразгаданным тайнам, которые неожиданно станут частью вашей судьбы. А вы знаете другие городские легенды? Расскажите об этом в комментариях, нам будет интересно услышать ваше мнение о том, что вы знаете и что думали по дознанию о таинствах прошлого. Если сегодня вы узнали что-то новое и крайне интересное, не забудьте поставить этому видео лайк, чтобы поддержать нас в наших стремлениях. И поделитесь им с вашими друзьями, ведь такие истории заслуживают обсуждения и размышлений.